Мне иногда пишут в комментариях: у меня вопрос к вам как к специалисту в области исполнения желаний. В этот момент мне хочется сделать вот так. Я не могу называть себя специалистом в области исполнения желаний, потому что специалист – это все-таки человек, у которого есть какое-то образование в этой сфере, как минимум. Я могу назвать себя генетиком, психологом, я могу назвать себя коучем, автором различных методик, ну уж никак не специалистом по исполнению желаний. Но я хорошо понимаю, как работает голова, и в этом ролике мы с вами разберем, что нужно и не нужно делать, чтобы ваши желания исполнялись под Новый год, как не надо загадывать желания, а как все-таки стоит. Нужно ли записывать желания на бумаге или можно просто подумать? Желания лучше записывать на бумаге. Почему? Потому что, во-первых, просто если с точки зрения нейрофизиологии смотреть, когда вы пишете, это мелкая моторика, это очень много нейронных связей, и, соответственно, с этой точки зрения это первое. Второе. Когда вы пишете, вы лучше концентрируетесь и фиксируете, потому что вы не просто пишете, вы еще и читаете. А мы с вами в большинстве случаев читаем, кстати, неправильно. Мы не читаем последовательно. Мы читаем бесконечно, возвращаясь назад и наверх в строчку. Поэтому у вас смысл того, что вы написали, еще лучше отпечатается в мозге. И нам это для чего? Нам это для того, чтобы усилить нашу фокусировку на том, чего мы хотим. И впоследствии, соответственно, мы будем в эту сторону лучше двигаться. Если желание очень длинное, как его загадывать? Вам нужно до того, как вы придете в гости, сесть, прописать это желание. Вам нужно несколько раз его покрутить. Желательно, кстати, сделать это на протяжении нескольких дней, чтобы у вас появилось ощущение этого желания. Я называю это интегральное ощущение. Это не моя придумка этого термина, она еще пришла из ДИИРа. У них очень классные формулировки, и, кстати, были классные методики. И суть в том, что вы формируете некое ощущение, которое присуще только этому желанию. И в тот момент, когда бьют куранты, вам важно просто тогда вспомнить про это желание, и оно уже, как, знаете, такой внутренний шарик намерения уже где-то здесь. Вы уже чувствуете его, и после этого вы его отпускаете реализовываться. Нужно ли есть салфетку с написанным желанием? Если вы очень сильно проголодались, то можно. Если вам прям не втерпешь, и до оливье еще нужно терпеть целых 3 минуты. Если серьезно, это зависит от того, насколько вы верите в то, что работает именно такой ритуал. Вот, например, в немарафоне желаний на Новый год был человек, который писал про то, что я каждый год раньше писала, сжигала, съедала, и все исполнялось. Я была тем человеком, который, знаете, сжигает, не сжигает. Я пробовала даже, помню, когда-то просто так съесть бумажку. Это очень тяжело. И ничего не исполнялось. Исполняется только сейчас, когда я знаю, как с этим работать. Поэтому, если вы голодны, ешьте. Можно ли загадывать несколько желаний за один Новый год? Сколько влезет, вы можете загадывать желание. Вопрос в том, насколько у вас хватит вашей силы и вашего внутреннего намерения. Потому что вы должны понимать, что любое желание – это какое-то количество энергии. То есть вам в любом случае к этому желанию нужно как-то идти, совершать какие-то действия, но само по себе не воплотиться. То есть мир вам даст возможность, но вам эту возможность нужно увидеть, использовать, что-то сделать. Поэтому много желаний, если они мелкие, может быть, исполнятся. Если у вас все желания, я сразу хочу крутую машину, крутую квартиру, мужа, все это вот в одном, то вряд ли. Вы порветесь на много хомячков, и ни один не добежит до цели. Можно ли загадывать материальные желания, например, деньги или квартиру? Загадывайте что угодно, на самом деле нет ограничений. Когда-то Зеланд в своей книжке писал про то, что если деньги загадывать, это не исполнится. Это неправда. Я тот человек, который загадывал и получал конкретные суммы, и я регулярно это практикую. Другое дело, что вы хорошо бы, чтобы понимали, для чего вам нужны эти деньги, и чтобы это была не какая-то эфемерная фантазия из разряда: ну вот я сейчас загадаю выиграть в русское лото 2 миллиарда, и я тогда уж точно куплю квартиру, куплю машину, и у меня еще останется. Это максимально неконкретно. Ваш мозг не считает это какой-то реалистичной программой, это просто фантазии. Вы должны четко понимать, какую квартиру вы хотите, какую машину вы хотите, сколько денег у вас останется, куда вы их еще потратите. Тогда это уже больше похоже на какую-то конкретику и правду.
Можно ли загадывать желание заранее или обязательно ждать курантов? Тут смотрите, если с точки зрения того, как устроен мир, то, наверное, ему по большому счету все равно. Если мы говорим с точки зрения энергетики, то вы должны понимать, что в зависимости от часовых поясов вы, в принципе, можете заказать столько желаний, сколько часовых поясов. И каждый час оно будет совпадать с каким-то коллективным бессознательным, где люди верят, что в этот момент желание куда-то улетает. И это уже связь с эзотерическим состоянием, скажем так, то есть с полем, что в этот момент люди искренне верят в то, что вот возможно все-таки желание исполнится. Поэтому вы можете загадывать. До или после курантов это на самом деле не так важно. Важно само ощущение вот этого чуда, предвкушения и надежды на то, что желание исполнится. Можно ли загадывать неисполненные желания в прошлом году? Вы хотите вернуться в прошлый год и исполнить желание? Или вы хотите загадать то желание, которое у вас не исполнилось раньше? Можно, но хорошо бы до этого проанализировать, почему желание не исполнилось. Пример. Вы загадали в прошлом году встретить мужчину своей мечты и наладить личную жизнь. При этом за весь год вы ни разу не сходили на свидание, вы продолжали жить так, как вы привыкли до этого жить, вы боитесь смотреть мужчинам в глаза, когда они на вас обращают внимание, вы ходите с выражением лица морда кирпичом, тогда неудивительно, во-первых, что желание все-таки не исполнилось, во-вторых, вы не сделали конкретных действий. Вам нужно поработать с собой, чтобы вы перешли в другое внутреннее состояние, которое этого человека притянет. Поэтому, да, вы можете загадывать желание, но нужно сделать работу над ошибками и посмотреть, что вы не делали, почему ваше желание так и не исполнилось. А можно ли желание проговаривать вслух или лучше говорить его про себя? Если вы находитесь в компании людей, которые вас любят, поддерживают, которые всей душой за вас, то можно озвучивать свое желание. Если вы в компании мамы, папы, бабушки, тети и так далее, и они такие: да у тебя никогда в жизни ничего не получалось, что ты вообще? И любители обесценивать и абьюзивно доказывать вам, что вы никто, по-моему, ответ очевиден. При таких людях вообще лучше помалкивать, и самый лучший способ – съехать от них, если вы все еще с ними живете. Если два человека загадали одно и то же желание, у кого желание сбудется? У обоих, если только они не загадали смерть друг друга, от собственной руки, то есть один убьет другого, один выживет. А так для всех есть все. Можно ли загадать желание за другого человека? Если вы имеете в виду загадать, чтобы у другого человека что-нибудь произошло в его жизни, изменилось, это хорошо, в принципе. Может такое случиться, что у человека исполнится, но здесь очень важно то, как вы это воспринимаете. Если для вас это прям внутренняя боль, вы бесконечно подпитываете в себе мысль о том, что у этого человека в жизни что-то не складывается, вы, скорее всего, наоборот получите обратный эффект. Вы будете подпитывать то, что у него не складывается. В жизни другого человека, особенно если это очень близкий вам человек, что-то может измениться тогда, когда оно изменится, как ни странно, в вашей голове. То есть вы можете влиять на жизнь другого человека через себя. Когда у вас внутри будет такое состояние, что вокруг вас происходят только прекрасные события, вас окружают только самые лучшие люди. И тогда, да, в вашем окружении начнутся потрясающие перемены, и желание может исполниться. Какой самый правильный ритуал, чтобы желание сбылось? Действие. Самый правильный ритуал, всегда об этом говорю, нужно совершать действия. Поверьте мне, нет, не верьте мне. Проверьте, проанализируйте себя, проанализируйте других людей. Бессмысленно просто записывать желание, бессмысленно просто визуализировать. Вам в любом случае нужно совершать действия. Если вы хотите, чтобы у вас появилась новая машина, вам хотя бы нужно получить права. А многие мечтают о машине, не умея ее водить. Если вы хотите вступить в отношения, вам нужно хотя бы наладить отношения с собой. Вам нужно связь с собой наладить, потому что у большинства людей она разрушена. Если уж мы говорим про связь, приходите в челлендж, который так и называется «Связь». Потому что самое главное, фишка этого челленджа в том, что разными способами, через разные пути, через ум, через энергетику мы приходим к тому, что на одной из центральных практик
Мы создаем этот контакт с собой, вы встречаете себя, вы видите себя, вы слышите себя. И после этого вы не сможете не идти в сторону себя, и ваши желания будут исполняться. Если я загадываю желание, и меня отвлекли, мне нужно желание проговаривать заново? Однозначно, потому что вам нужно, чтобы у вас была концентрация на том, что вы загадываете. И, естественно, в идеале, конечно, чтобы вас не отвлекали. Поэтому встречайте Новый год в одиночестве. Та-дам! А ваши желания сбываются? Когда-то, сколько-то лет назад, нифига не сбывалось. И было очень обидно. Потому что каждый год я загадывала одно и то же, и оно никак не исполнялось. Теперь исполняется. И знаете, что поменялось? Поменялось мое восприятие, моя личная ответственность за мою жизнь. Это вот то, чем мы занимаемся в моем челлендже «Связь». А теперь давайте с тем, что действительно исполняет желание, с методиками и что работает. Первое работает взять на себя ответственность. Мы все с вами должны понимать, хотим мы этого или не хотим, что от того, как мы относимся к себе, зависит то, как к нам относится мир. Мы всегда получаем то, что мы излучаем. Если вы живете в состоянии требования, бесконечного ожидания, то вы будете получать только требования и ожидания. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это перестать быть человеком, который тянет одеяло на себя. Режим стяжательства вообще никогда никому ничего хорошего не дает. Второе, вы выбираете для себя то, что для вас, если мы говорим про методики, самое легкое. Здесь не то, к чему нужно прикладывать усилия. То есть если вы собираетесь применять именно методики, визуализацию, аффирмацию, не знаю, прослушивание бинуральных ритмов, что угодно, вы смотрите именно на то, что лучше всего работает у вас. Если у вас все хорошо с косицей намерения, используйте косицу намерения. Если вы ее бесконечно тренируете, она у вас не работает, да оставьте вы эту практику, отложите вы ее там на полгода, на год, вернитесь к ней позже. Найдите для себя что-то еще. Что точно не нужно делать в Новый год, это загадывать все и сразу в одном желании. Хочу, чтобы у меня был мужчина с квартирой, с машиной, который обеспечит всю мою жизнь, будет любить моих детей, мою маму, моего папу и всех моих друзей увезет на нашу свадьбу на Майорку. А еще, чтобы я была красивая, свободная, худая, и желательно, чтобы можно было есть шоколадки и вот не толстеть. То есть вы пытаетесь все впихнуть в одно, у вас просто нет столько энергии. Поэтому выберите для себя что-то одно приоритетное и загадывайте именно это. Тогда оно исполнится. Опять-таки, если вы сами тоже будете делать шаги в направлении к этому. Это еще один важный момент. Что я подразумеваю под шагами? Иногда мне пишут про то, что, ну вот, например, мне нужно продать квартиру на Авито. Какие могут быть с моей стороны шаги? Как я могу повлиять на Авито? Я уже про это говорила. Ну, как минимум, сделать хорошие фотографии, а как максимум пожить в состоянии, когда вы уже получили деньги от продажи новой квартиры, и у вас все хорошо. Начать простраивать свою новую реальность. Что вы будете делать, когда вы продали эту квартиру? Вы, наверное, куда-то в другое место переедете, в дом или и еще куда-то. То есть планы какие-то, и не фантазии, не мечты, а именно как вы будете дальше, что делать. Понятно, что в таких моментах здесь то, на что вы прям объективно измеримо влияете, их мало. Опять-таки, сделать хорошие фотографии квартиры. Но есть то, что магическое, эзотерическое, необъяснимое, но работает, если вы настроены, если вы излучаете из себя вот эту какую-то магию, то все происходит быстрее. И это тоже факт эмпирический, который тяжело доказать наукой, но он просто есть. Если же ваше желание однозначно каким-то образом связано с вашими действиями, то нужно эти действия совершать. Если вы хотите больше зарабатывать денег, ну, наверное, нужно подумать о том, чтобы либо поменять работу, если на этой работе все хреново, либо поработать со своей самоценностью, если вас не ценят на работе. И, кстати, ну уж если мы опять поговорили про самоценность, я в очередной раз рекомендую вам книжку Алексея Алексеевича Козлова «Главное ценить себя», потому что это действительно очень классная книжка. Она действительно помогает вам проработать вашу самооценку,
Вы найдете очень много сценариев, которые вам не понравятся в вашей жизни, и вы сможете их изменить. Поэтому читайте эту книжку, заказывайте. Она есть во всех книжных, она есть на маркетплейсах. Не ленитесь, она вам поможет. И не скупитесь, а то, знаете, тут был прикольный комментарий. У Алексея Алексеевича есть книжка «Терапия денежного мышления». И, в общем, комментарий под роликом. А где можно скачать? На торрентах нету. Вот если вы хотите исправить свое денежное мышление на Новый год, начните с того, что не потребляйте бесплатно то, во что люди вложили много сил и что можно и нужно купить. Это будет ваш первый шаг в том, чтобы исправить свое денежное мышление. Наверное, это все, что я хочу сказать вам по практикам. И теперь самое главное, что я хочу вам сказать по волшебству Нового года. Вы можете использовать это время, подбой курантов, для того, чтобы стать немножко лучше, немножко осознаннее. Поверить, действительно поверить в то, что все может измениться вашими собственными силами. Загадывайте то, что вы хотите от всей души. И никого не слушайте. И я желаю вам, чтобы в новом году все наше коллективное бессознательное было направлено на то, чтобы наконец-то в мире все стабилизировалось. Причем по-хорошему стабилизировалось. Не знаете так, мы загадали стабилизацию, и стабилизировалась фигня. А вот чтобы что-то хорошее, устойчивое. Я хочу пожелать нам, чтобы было поменьше катаклизмов, в том числе природных. Я хочу пожелать нам, чтобы у нас, у всех, у вас было классное здоровье, было много энергии, осознанности. И для того, чтобы мы все с вами не воспринимали ответственность за свою жизнь как какую-то тяжкую ношу, а чтобы наконец-то мы поняли, что ответственность за свою жизнь – это очень классно. Потому что когда вы ответственны за себя, вы самый главный Дед Мороз или Снегурочка в своей жизни, вы исполняете свои желания. Они исполняются легко и с удовольствием. Желаю вам от всей души, чтобы это происходило. И до встречи на моем канале в новом году. Пока! Ура!